Всем добрый день! Я вас приветствую на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Сегодня у нас вторая часть по вязанию тигра. В первой части мы с вами вязали мордочку и оформление. Ссылочку я оставлю в инфобоксе обязательно. Вторая часть у нас с вами предстоит связать пару ручек, хвостик, ножки и вязать все в одно туловище. Вяжется здесь недолго, так как у нас в основном одна длина везде, и мы с вами туловище оформим очень быстро. Поэтому начнем давайте с вязания ручек. Для вязания ручек нам понадобится 3 оттенка: белый, оранжевый и черный. Ну что, поехали. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми 7 столбиков. Раз, 7. Затягиваем кольцо. Второй ряд начинаем с прибавок. Каждый столбик делаем по прибавочке, и по кругу у нас с вами получится 14 столбиков. Мы провязали 2 ряда, теперь третий, четвертый ряд мы вяжем без изменения по кругу по 14 столбиков. Встретимся с вами в конце четвертого ряда. Четыре ряда провязаны. Начинаем с вами провязывать 5 ряд с 2 убавок. Здесь можно поставить маркер и делаем сразу же 2 убавки. Раз, 2. Провязываем до конца 10 столбиков. Так, теперь в шестом ряду нам с вами нужно поменять пряжу на основной цвет. Столбик не провязываем его до конца, и в эти 2 петли мы с вами провязываем основную нить. Давайте с вами немножко вперед провяжем 2 столбика, чтобы закрепить наши ниточки, чтобы они не растягивались. И так, белую ниточку можно обрезать, она нам больше не понадобится. Теперь белую и оранжевую, которую мы вязывали, кончики связываем вместе. Так, кончики можно немножко подрезать, чтобы удобно было спрятать часть вовнутрь. И дальше с вами продолжаем вязать 3 ряда вверх. То есть у меня уже есть одна готовая ручка. Я здесь поменяла цвет и пошла 1, 2, 3. И здесь мы также на этой же линии будем с вами менять последующие цвета. Поэтому провязываем 3 ряда вверх и встретимся в конце. Я провязала 3 ряда. Теперь нам нужно сделать черные полосочки. Также делаю нахлест на крючок, не провязываю до конца столбик и протягиваю черную ниточку. И полностью провязываем один ряд черной пряжей. Это будут наши с вами полосочки, да, на тигруле. Сейчас мы с вами провяжем до конца и посмотрим, как будем вязать дальше. Я дошла до конца почти. Захватываю черный последний столбик, да. Также с черной пряжей делаю накид и уже провязываю нашу основную ниточку. Черную ниточку мы не обрезаем, мы продолжаем ее протягивать вместе с дальше вязания в ручке, потому что у нас идет 3 ряда оранжевых, ряд черный, 3 ряда оранжевых, ряд черных. По столбикам по кругу мы не меняем, у нас так и остается с вами 12 столбиков по кругу, поэтому вяжем без изменения до 26 ряда, чередуем только с полосочками. Я думаю, мы уже самостоятельно сможем провязать. Меняем пряжу в одном и том же месте таким же способом, как я вам показывала. Поэтому встретимся с вами уже в конце 26 ряда. Мы с вами провязали ручку, теперь нам нужно наполнить ее холофайбером. Наполняем немножко, вот так вот, сантиметра 2 наполнили ручку, и все. Так, ну что, мы с вами довязали ручку, наполнили ее холофайбером. Теперь смотрим, чтобы где наши были смены нити,
чтобы они смотрели ближе к туловищу. Поэтому сгибаем ее так и сшиваем две стороны. И воздушная петля. Вытягиваем ниточку и обрезаем. У нас с вами готовы две ручки. Теперь мы будем с вами вязать хвостик. Теперь нам нужно с вами провязать хвостик. Хвостик вяжется таким же способом. При смене нити ничего сложного нету. Нам понадобится для хвостика два оттенка, черный и оранжевый. Начинаем с кольца амигуруми 5 столбиков. Второй ряд мы провязываем прибавки. Каждый столбик, и по кругу у нас с вами получится 10 столбиков. Второй ряд мы провязали. Теперь третий и четвертый ряд мы вяжем без изменения по кругу 10 столбиков. Встретимся с вами в конце четвертого ряда. Я закончила четвертый ряд. Теперь мы делаем столбик, не провязываем его до конца, протягиваем основной цвет тигрули оранжевого. Сейчас мы немножко вперед провяжем. Вот эти кончики мы можем завязать 2 раза, да, и теперь продолжаем вязать дальше. Вяжется то же самое, как и ручки, чередуются, только на хвостике 4 ряда черная полосочка, 4 ряда черная полосочка, 4 ряда и так далее. И так далее мы вяжем с вами 33 ряда. 33 ряда у нас хвостик по 10 столбиков по кругу. Так что хвостик провязываем самостоятельно и встретимся с вами в конце 33 ряда. Вяжем 4 ряда оранжевого и меняем черную ниточку. Принцип, как менять ниточки, мы уже с вами провязали ручки и знаем. Провязали с вами хвост, теперь наши стороны нужно связать. Таким же способом соединяем две половинки и провязываем крючком. И воздушная петля закрепительная. Вытаскиваем ниточку, отрезаем и затягиваем. Мы провязали с вами две ручки и хвостик. Теперь начнем вязание с наших тапочек, ножек и оформляем в туловище. Так, ну что, давайте приступим к вязанию нашей ножки. Наша ножка выглядит таким вот образом. Начинаем мы с цветной пряжи. Вы выбираете оттенок, который вам больше нравится. И приступим к вязанию. Начинаем с кольца амигуруми 7 столбиков в кольцо. Делаем закрепительную и считаем. Второй ряд мы начинаем с прибавок. Каждый столбик мы делаем по прибавке, и по кругу получается 14 столбиков. Вяжем третий ряд, столбик прибавка, столбик прибавка, и так до конца ряда. Столбик, четвертый ряд, 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка, и до конца ряда вяжем 28 столбиков по кругу. Раз, два и прибавка. И так до конца ряда 28 столбиков по кругу. Раз, два и прибавка. 4 ряда провязано. Теперь 5, 6, 7 ряд мы вяжем без изменения 28 столбиков по кругу. Так что в этом моменте можно поставить себе маркер и вяжем с вами. Встретимся в конце 7 ряда. Провязали с вами 7 рядов, меняем расположение маркера. 8 ряд начинаем с
столбик, убавка, столбик, убавка. И нам нужно сделать так 5 раз. Столбик, убавка. Раз. Столбик, убавка. 2. Столбик, убавка. 3. Столбик, убавка. 4. И столбик, убавка. 5. Заканчиваем ряд 13 столбиками без накида. Раз, два, 11, 12, 13. Девятый ряд, начинаем 5 убавок подряд теперь без столбиков. Провязываем 5 убавок подряд. Раз. Здесь старайтесь вязать поплотнее. 2, 3, 4 и 5. И также довязываем до конца ряда, и по кругу у нас с вами получится 18 столбиков. Теперь 10 ряд мы вяжем без изменения 18 столбиков по кругу. Встретимся в конце ряда. Начинаем вязать 11 ряд, столбик, убавка, столбик, убавка, и так до конца ряда. И у нас с вами получится по кругу 12 столбиков. Столбик и убавка. И вяжем до конца ряда. 12 ряд, провязываем без изменения 12 столбиков по кругу. Начинаем с вами 13 ряд. В этом ряду мы с вами меняем цвет пряжи. Делаем нахлест, провязываем оранжевую и вяжем без изменения по кругу 12 столбиков. Так, розовенькую можно отрезать и узелки между оранжевым и розовой завязать. 13 ряд мы вяжем без изменения 12 столбиков по кругу. 14 ряд мы также вяжем без изменения 12 столбиков по кругу оранжевой пряжей. Встретимся с вами в конце 14 ряда. Начинаем с вами вязать 15 ряд. В 15 ряду нам с вами нужно сделать 3 прибавки. Мы просто провязываем 2 столбика вперед, раз, 2 и прибавка. Это раз. Опять 2 столбика вперед, прибавка. Это 2. Опять 2 столбика вперед, прибавка. Это 3. И заканчиваем ряд 3 столбиками. 16 ряд мы провязываем без изменения 15 столбиков по кругу. В этом моменте давайте с вами набьем ножку. Старайтесь, когда будете набивать, чтобы холофайбер распределился по всем сторонам нашей ножки. Ножки я наполнила, они у меня одинаковые. Теперь продолжаем вязать. В этом моменте мы с вами провязали 16 ряд. Нам нужно распустить пару столбиков. Здесь мы будем провязывать черную пряжу, и чтобы наши полосочки, смены полосочек, были вовнутрь ножки. А нет. Так, ладно. Мы набили с вами ножки полноценно. Теперь смотрите, в одной ножке у меня смена полосочки идет вовнутрь. Это вы, которые сейчас вяжете первую ножку, смотрите, чтобы она была внутри. А когда вы будете вязать вторую ножку, чтобы смена ниточки была с другой стороны, чтобы они смотрели вовнутрь. Поэтому на этой ножке я провязываю немножко вперед,
вы сейчас не провязываете, вы сразу начинаете менять, потому что я уже вяжу вторую ножку. Вот я провязала немножко вперед, теперь я делаю нахлест и меняю цвет пряжи на черную. Сейчас мы также немножко вперед я провяжу, чтобы закрепить нашу ниточку. И черную ниточку я провязываю узелками между с оранжевой. Теперь 17 ряд мы продолжаем вязать черной ниточкой без изменения по 15 столбиков по кругу. Я провязала 17 ряд, остался у меня последний столбик, делаю нахлест, 2 петли и уже провязываю оранжевую ниточку. И теперь 18, 19 и 20 ряд я провязываю 3 ряда оранжевой пряжи без изменения по 15 столбиков. Встретимся с вами в конце 20 ряда. Я провязала 20 рядов, теперь 21 ряд у меня идет смена нити. Я провязываю черную, заканчиваю 21 ряд черной ниточкой, потом 22, 23, 24 ряд я вяжу опять оранжевой ниточкой, потом я меняю цвет пряжи в 25 ряду, 26, 27 и 28 я провязываю оранжевой пряжей. До 28 ряда мы вяжем самостоятельно, просто меняем цвета в определенных местах. И встретимся с вами в конце 28 ряда. Я провязала 28 рядов, теперь давайте ножку нашу набьем, чтобы она была ровненькой и красивой. Берем холофайбер и по чуть-чуть набиваем. Сначала набиваем нижнюю часть. Мы с вами набили ножку, теперь мы отрезаем ниточку, делаем закрепительную нить, да, это соединительный столбик, и сверху воздушная петля. Вытягиваем ниточку и закрепляем. Так как это у меня вторая ножка, я продолжаю вязать. Вам аналогично нужно связать вторую же ножку, и ниточку со второй ножки мы уже не обрезаем. Так что я вас жду, пока вы довязываете, и будем продолжать вязать. Мы с вами вторую ножку довязываем, и получается смотрим, что наш ряд закончился в другую сторону, поэтому мы немножко провязываем вперед. 2, 7, 8 столбиков вперед мы с вами провязали, чтобы когда мы будем соединять наши ножки, наш ряд шел в сторону ровненько и красиво. Теперь с этого момента мы набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Берем нашу вторую ножку, где у нас был узелок, мы его пропускаем, вставляем в столбик, в нормальный стандартный столбик без накида, и провязываем обычный столбик. Не соединительным столбиком мы соединяем, а обычным столбиком без накида. Мы с вами соединили ножки, 9 столбиков между ними. Теперь у нас по кругу с вами получается 48 столбиков без накида. Почему 48? Потому что мы начинаем вязать с вами первую ножку, это 15 столбиков. Переходим на воздушные петли, это 9. Возвращаемся опять на 15 столбиков ко второй ножке и возвращаемся еще плюс 9 столбиков. Итого по кругу у нас 48 столбиков. Теперь нам с первого ряда по 15 ряд нужно провязать 15 рядов без изменения по 48 столбиков по кругу.
С этим мы с вами разобрались. Теперь нам нужно с вами разобраться с черными полосочками. Мы провязываем сейчас 2 ряда, да, чтобы закрепить наши ножки. Меняем цвет на черную пряжу. Потом опять провязываем 4 ряда, меняем цвет на черную пряжу. Провязываем 4 ряда, меняем цвет на черную пряжу. Сейчас мы с вами самостоятельно вяжем до 15 ряда. И добавляйте черные полосочки. Не забывайте, главное про черные полосочки. Я сейчас провяжу 2 ряда и вместе с вами провяжем один черный ряд, чтобы вы не забыли. Все, так что начинаем провязывать пока 2 ряда без изменения по кругу по 48 столбиков. Я провязала 2 ряда без изменения. Теперь будем делать в третьем ряду смену ниточки. Но чтобы у нас смена ниточка была не посередине, да, туловища, мы немножко провязываем вперед. Смену ниточки будем делать сбоку под ручкой, чтобы ручка наша скрывала. Я дошла до серединки ножки, сделала воздушную петлю и теперь провязываю черную ниточку. Теперь третий ряд без изменения мы вяжем 48 столбиков черной ниточкой. Так, захватили. Черненькую я сейчас не закрепляю, потому что ниточку с каждым рядом мы будем с вами обрезать и завязывать. Просто немножко ее придержите, чтобы она не растягивалась, и все, и провязывайте дальше 48 столбиков. Я почти дошла до конца ряда, провязываю последний столбик черный, делаю накид и сюда уже провязываю оранжевую ниточку. Так, провяжите вперед 2 ряда оранжевой ниточкой. Ой, 2 ряда, 2 столбика. Все. Ниточку черную я обрезаю, и с каждым новым рядом я буду ее закреплять. А вот эти ниточки мы завязываем между собой и прячем в ножку. Мы с вами провязали черный ряд. Это третий ряд у нас. Теперь 4, 5, 6, 7 ряд мы вяжем без изменения оранжевой пряжей по 48 столбиков по кругу. Встретимся с вами в конце 7 ряда. Провязала 7 ряд. Теперь также протягиваю ряд 8 до боковинки нашей игрушки. Довязала 2 петли и делаю смену ниточки. Теперь в 8 ряду нам нужно еще с вами вязать наш хвостик, поэтому черной ниточкой мы провязываем до серединки, вот до этого момента. Определенных столбиков у меня нету, так что я вяжу до серединки, и в этом моменте мы будем с вами вязывать наш хвостик. Я наметила себе место, где я буду вязывать хвостик. Берем наш хвостик, где мы меняли ряды, мы переворачиваем вниз. Захватываем стенку хвостика и захватываем стенки туловища. И все вместе это провязываем. И вяжем до конца, пока хвостик у нас не вяжется. Мы с вами хвостик вязали. Теперь продолжаем вязать до конца ряда черной ниточкой. Ну что, мы провязали до конца ряд. Я меняю цвет нити. Немножко вперед провязываю. Черную ниточку обрезаю. Завязываю узелки. Так, и что у нас с вами получается? Мы провязали с вами 8 рядов. Теперь 9, 10, 11, 12 ряд мы также вяжем без изменения
оранжевой пряжи, меняем еще цвет и довязываем оранжевой пряжей до 15 ряда. И встретимся с вами в конце 15 ряда. Мы с вами провязали 15 рядов. Теперь в этом моменте давайте с вами добьем наши ножки, потому что они набиты не до конца. Их нужно плотненько набить. И встретимся, как хорошо сделаем. Я набила ножки плотненько и аккуратно. Теперь мы продолжаем вязать 16 ряд. Мы начинаем с убавок. Провязываем 6 столбиков убавка, 6 столбиков убавка. И до конца ряда у нас с вами должно получиться 42 столбика. Раз, два, три, 4, 5, 6 и убавочка. Так до конца ряда. 17 ряд мы вяжем без изменений. Провязываем до конца ряда 42 столбика. Начинаем вязать с вами 18 ряд. В 18 ряду мы меняем смену пряжи на черную. И в 18 ряду нам нужно с вами сделать убавки. 5 столбиков минус убавка. Провязываем. Раз, два, три, 4. На 5-й столбик меняем цвет пряжи. 5. И тут же делаем с черной пряжи убавку. Еще столбик вперед провязать один. Натягиваем наши столбики и провязываем до конца ряда. Мы с вами сделали одну убавку, вяжем до конца ряда 5 столбиков минус убавка, и по кругу у нас должно с вами получиться 36 столбиков. А до конца мы провязываем просто черные полосочки. Я довязала до конца ряд, у меня последняя убавка. Что ж такое? Последняя убавка. И здесь я уже просто провязываю, не считая 19 ряд. Смена нити. Провязываем чуть-чуть вперед. Отрезаем черную ниточку. Завязываем между собой. Мы с вами поменяли нить. Теперь 19 ряд и 20 ряд мы вяжем без изменения по 36 столбиков оранжевой ниточкой. Встретимся с вами в конце 20 ряда. Начинаем с вами вязать 21 ряд. 4 столбика минус убавка, 4 столбика минус убавка, и так до конца ряда. И останется у нас 30 столбиков по кругу. 2, 3, 4 и убавочка. И так до конца ряда. Закончили 21 ряд. Теперь 22, 23, 24 ряд мы вяжем без изменения по кругу 30 столбиков. Но смотрите, мы с вами уже провязали 3 ряда оранжевой пряжей. Теперь сейчас 22 ряд мы провязываем без изменения оранжевой. 23 ряд мы меняем смену нити на черную. И 24 ряд мы вяжем уже оранжевой ниточкой. Встретимся в конце 24 ряда. Провязала 24 ряда. Теперь в этом моменте давайте мы набьем наше туловище где-то на серединку, чтобы оно было плотно, ровненько, и старайтесь, чтобы где ножки у нас были плавные переходы. Набили наше туловище, теперь провязываем 25 ряд, делаем убавки.
3 столбика убавка, 3 столбика и убавка, и так до конца ряда, и у нас с вами получится 24 столбика по кругу. Провязываем. Раз, два, три и убавочка, и так до конца ряда. 25 ряд провязали. Теперь 26 ряд провязываем без изменений 24 столбика по кругу. Провязали 26 ряд. Теперь 27 ряд мы также будем вязать с вами без изменения 24 столбика по кругу. Но в 27 ряду нам с вами нужно вязать ручки. Ручки я также вязываю по бокам без определенных столбиков. Я прикладываю к телу и провязываю их. Также провязываем, как провязывали хвостик. Захватываю ручку. Теперь провязываем до следующей ручки. Последний ряд, 28, провязываем 2 столбика убавка, 2 столбика убавка, и у нас с вами останется 18 столбиков. Раз, два и убавочка, и так до конца ряда. Провязали с вами 28 ряд. Теперь делаю соединительный и воздушный. Вытягиваю ниточку, оставляю отрезок для пришивания. Сейчас нам нужно с вами набить хорошо наше туловище, дозаполнить его и спрятать все вот эти вот ниточки из рук, с хвостика. Все нужно пообрезать и попрятать. Ну что, у нас готовы с вами две части. Первая часть мордочка и вторая часть наше туловище. Теперь осталось не самое легкое, это пришить ровно голову. Поэтому берем портновские иголочки как можно больше и прикладываем голову к туловищу и пришиваем. Смотрите, чтобы наша мордочка смотрела немножко вниз. То есть вы пришиваете голову не вот здесь, вот, да, чтобы она вверх не смотрела, а немножко наклоняйте мордочку вниз и пришиваете, чтобы голова у нас смотрела вот так вот. Чуть-чуть вперед продвигаетесь и пришиваете. В таком моменте закалываем везде иголочками. Смотрите, я приколола по максимуму иголочками туловище к шее. Смотрите, как смотрит моя мордочка, немножко наклоненная вниз. Также и на первом тигруле у нас было. Смотрим немножко вниз.
Так, давайте я вам по максимуму попробую показать, как пришить, если мне даст камера. Наша ниточка сейчас находится на шее, да, наша ниточка на шее. Поэтому сейчас мы захватываем столбик на голове, протягиваем. Теперь мы захватываем столбик на шее, то есть мы под столбик заводим иголку и вытягиваем. Смотрите, чтобы у вас тоже не цеплялось, как у меня. Опять также цепляем под столбик на шее. Теперь столбик внизу. Вот эти иголочки можно потихоньку вытаскивать, чтобы они вам не мешались. И периодически ниточку всегда натягивайте. Опять столбик наверху. Не очень удобно пришивать. И столбик внизу. Подхватываем, да? Протягиваем. Иголочки вытаскиваем. И так вот мы проходим по кругу. И смотрите, удобно пришивать нашу мордочку, когда ниточка впереди, потому что носик наш уже пришит, и он уже никуда не сдвинется. Опять под столбик наверху. И столбик внизу. И так далее по кругу мы с вами провязываем. Ну что, я вас поздравляю, наша игрушка готова. Вторую часть мы с вами выполнили, а в третьей части мы будем с вами вязать комбинезончик, оформлять наши тапочки и свяжем шапочку. И я вам покажу мастер-класс, где можно связать платьишко для нашей тигрули. Поэтому я с вами прощаюсь. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам видео понравилось, за мой труд, за мое старание. И до следующей связи, до третьей части.